В этом видео вы узнаете, как обычный гоблин на картонных крыльях убивает мамонта за пару залпов, почему взрыв это искусство и зачем вообще нужны легендарные лорды, если есть маленький шаман-гоблин. Да, это зеленокожие ребята известны своими большими орками, большими гоблинами, большими сквигами, большими пауками, большой каменюкой и, конечно же, большим Да, сегодня мы составим тир-лист в рамках Бессмертной Империи на всех юнитов, лордов и героев. Список у нас колоссальный, я насчитал целых 86 боевых единиц, это самый крупный тир-лист в моей жизни, так что будет нелегко. Хотя может показаться, что это просто бесконечный рескин орков и гоблинов, но я вас уверяю, сегодня вы увидите самый необычный ростер в игре. У нас будет 6 тиров, и перед оценкой всей этой дикой толпы, давайте на примере конкретных юнитов поймем, как именно работает наш тир-лист. D-тир тут никого нет. Начнем с настолько слабых ребят, что их в бою даже никто не замечает. Мерзкие проныры, ассасины-гоблины на полставки. Обладают огромным бронебойным уроном, который, они просто не способны нанести, ведь показатели атаки и защиты никчемные, а брони нет совсем. При этом стоимость у их конская, казалось бы, они могли бы кошмарить стрелков или добивать отступающих, но и тут наши малыши бесполезны. У них нету защиты от обстрела, а бегают они медленно. Это делает их не только легкой целью, но и бесполезным мусором в преследовании. Короче, худшие из худших. Сетир, мелюзга. Продолжает наш список тоже гоблин, но уже на волках. По факту они также не блещут статами или уроном, но зато они очень дешевые и быстрые. Это делает их крутой альтернативой собакам у других фракций. Они как раз стрелков и беглецов прибьют на раз-два. За свои деньги, чистое золото. Их легендарная версия фактически такая же самая, но обладает ужасом, что чуть помогает в охоте на стрелков, но погоды это не делает, так что тоже отправляются в Си-тир. Би-тир, орк. В этом тире у нас ребята покрупнее и покрепче. Например, великан. На самом деле у зеленокожих он ничем не отличается от версий других фракций. Просто впитывает урон стрелков и отвлекает на себя пехоту. Ничего особого, просто классика. Эй-тир, дикие. Вот теперь у нас пошла тяжелая артиллерия. Например, легендарные лорды. Вурзак. Смотришь на него и думаешь, просто тупой орк-шаман на кабане. А орк и так не гений, куда уже хуже. Но не все так просто. Он умеет крайне эффективно колдовать магию большого вага, где у нас есть нога горки, способна завершать не один десяток боев. Плюс кабан, хоть и не лучший транспорт, но и худшим его не назовешь. Однако главная фишка шамана — это безумные бафы диких орков. В базе они почти не превосходят обычных пацанов, но именно под началом Вурзага эти тупоголовые варвары превращаются в подобие демонеток Сланеш. Дамажный и невероятно живучий. 50% физрезиста и выключение магических атак. Единственное, контра физрезиста. Но это просто имбулька. Жаль, конечно, что сами дикари в базе средненькие, да и сам Вурзаг звезд с неба не хватает, поэтому только Эй-тир. Пузан Гром, самый большой гоблин, который вы видели. Хотя где-то мы уже такое встречали. В этой тренажере есть тележка, которая неплоха в чистом поле, но, увы, колесницы это полный кринж в осадах, что делает Пузана слабым в лейте. Магии у него нет, а бафы заточены на такие же колесницы, что выглядит сомнительно. Но и у этого лорда есть козыри. Гром готовит блюда для всей фракции, которые работают как универсальные бафы на все армии. Это делает его интересным полководцем, но бафы все же не настолько сильные, чтобы прыгать выше Эй-тир. Эс-тир. Четкие. Открывает список элит Скарсник, ночной гоблин, бегающий со сквигом. Вы спросите, и что тут такого сильного? Все просто, хоть гоблин и без транспорта, но зато вообще не боится стрелков, постоянно прячется в тенях и в прямом бою является угрозой для крупных противников. Как боец он очень хорош, но он еще и усиливает сквигов и ночных гоблинов, так что они становятся лучше дикарей. Но главная фишка — нападение из засады. Любой его бой становится нечестным, а что еще более имбовое, после захвата его столицы, Рака 8 пиков, он раздает нападение и засады всем лордам фракции. Вот это я понимаю. Имба. Уверенный Эс-тир. Рядом стоит Гримгар. По факту это просто большой черный орк. Все, магии нет, бафы на черных орков интересны, но сам лорд заточен исключительно на личные боевые навыки. Гримгар умеет только бить морды, и поверьте, для орков это звучит круто. Зачем тебе магия, если ты сам целая армия? Легчайшая стира. А Жак Мясник, один из служителей Нагаша и по совместительству один из сильнейших магов в игре.
Загибайте пальцы. Пурпурное солнце, ветер смерти, ручная виверна, мощные артефакты и бафы стартовых пацанов. У него есть буквально все. Причем достойно убили. Ну, может, бафы войска слабоваты, но магия компенсирует это с лихвой. Раньше я хотел поставить его даже выше Гримгора, но сейчас понимаю, Ажах пока не достоин стоять вровень с сильнейшим орком игры. СС тир зеленее зеленого, Горбат железнокоготь. Да! Как вариант от чуть слабее Гримгора, но бронированный кабан дает отличную мобильность, что уже не хуже Чорка. Его уникальные бафы в виде плана усиливают не кого-то одного, а буквально всех лордов фракций плюс. Сам Горбат обладает внутренними бафами на любой вкус. Это делает его самым гибким и универсальным лордом в игре. Каждый игрок раскроет его по-своему, и в этом его неповторимый шарм. Лучший из лучших. С расписанием тиров закончили, давайте перейдем к остальным грибам. Как всегда, пойдем снизу вверх. Начнем с колесниц, которые заведомо считаются слабыми в компании, но зеленокожие умеют удивлять. Гоблинская колесница с волками. По факту супер слабая ударная тележка, которая еще и стрелами попукивают. Есть даже легендарная версия с передовым развертом, но жестко проигрывают конкуренцию, ведь есть колесница с орками. Она уже относится к среднему сегменту в мире тележек и выглядит чуть лучше гоблинской, но если вы подумали, что именно эта тачка крутая, то нет, она тоже вчистую проигрывает супер лютому конкуренту. Помповый вагон с нотлингом. Смотришь на это и думаешь, это что, гоблины на мусоре с колесами? Ну, во-первых, это не гоблины, это недоорки. Но тут есть два жирных плюса. Во-первых, эта телега доступна уже на втором тире главного здания, то есть ее очень легко нанять. Во-вторых, они тоже умеют стрелять, но не стрелами, а гранатами. Ну, точнее, грибами, ну, неважно. Если кто-то не шарит за гранаты, просто посмотрите, как коляска гоблинов в поту пытается забить пехоту, и как помпа просто раскидывает врагов словно кегли. Хотя стоят они одинаково. Но и это не все. Помпа доминирует не только в дальнем бою, но и в рукопашном. Она тоже может дать прикурить орочи и коляски. Ведь у нас есть еще одна версия с крыльями и с шипами на колесах. Они тоже доступны, стоят копейки, но по вносимой пользе на голову выше конкурентов. Гранаты — это вам не шутки. Помимо обычных версий есть легендарная помпа, которая помимо гранат и шипов сбрасывает бомбы сразу при вкатывании во врага. Это делает их ваншот машиной для любой ловтировой пехоты. В итоге у нас забавная ситуация. Колесницы гоблинов и орков отправляются в D-тир, так как бесполезны на фоне конкурентов. Сама помпа со всеми вариациями идет в C-тир, как одна из лучших колесниц в игре. Главное помните, автобой не любит колесницы, ими нужно играть ручками. Ну и рорная версия помпы улетает в A-тир как мега качественный антипехотный юнит, который даже при осадах полезен, опять же, из-за гранат. С колясками все, давайте раскидаем стрелков. Тут выбор не менее сложный. По цене и статам они плюс-минус одинаковые, из-за чего их как будто бы и нанимать особо не хочется, они все лоу-тиры, но уверяю вас, удивитесь. Пойдем по порядку, возьмем трех стартовых стрелков. Гоблины, орки и дикие орки с луками. Многие игроки сразу выкинули бы из списка гоблинов, мол, они же слабые, а значит точно в самый низ, но не тут-то было. Стрелки — это не пехота ближнего боя, тут важно количество моделек. В отряде орков 90 бойцов, а у гоблинов 120. Если умножить урон одного выстрела на количество моделей, мы получим, о чудо, одинаковый урон. При этом орки мажут чаще гоблинов. Им дали большую дальность, и игроки всегда будут стрелять на максимальную дальность, что означает мизерное попадание. Кто-то крикнет, зато они вблизи могут. Ну да, могут. Умирают аж на 10 секунд позже гоблинов. Но какой в этом смысл? Зачем переплачивать за юнитов, которые хуже стреляют, позже появляются, но живут чуть дольше? Причин нанимать обычных орков ноль. Лично я всегда выбираю гоблинов, которые в комбинации с хламом и низкой ценой будут радовать вас даже в середине игры и даже на автобое. На дикие орки хоть и стреляют так же плохо, но в ближнем бою реально могут дать просраться. За счет физрезиста и неистовства, особенно под Вурзовым, мы получаем живучего, универсального бойца, я бы сказал больше ближнего боя. Итог: обычные орки и стрелки в D-тир, а гоблины и дикари в B-тир. Но стрелки на этом не закончились. У нас есть еще ночные гоблины. И эти ребята идеальны за свои деньги. 120 моделек, неплохой урон, дающий яд. Достаточно одного залпа, чтобы враг был сильно ослаблен. В ближнем бою их тоже хорошие статы, что заставит попотеть летунов, решивших, что гоблины легкая цель, хотя бот в основном пытается их не трогать вообще. А что эти ребята творят под ядом Скарсника и технологиями, мать моя горка.
Ну и конечно же есть версия с фанатиками, чью способность многие не выкупают. Поясняю, при нажатии кнопки от отряда отделяются 4 модельки, что фактически их убивает и превращает в заклинание. 4 вихря, которые несутся вперед и наносят конский бронебойный урон. Плевать я хотел на какие-то там микростаны от отбрасывания, вы только посмотрите на цифры. Урон сопоставим с магией высшего уровня. Это делает их не просто стрелками второго тира, а лютой имбой при ровных руках. Даже на автобой эти малыши показывают себя лучше всех. А если мало бронебойности, есть Рор на весе с расколом брони, но без яда. Это просто 10 из 10. Все версии ночных гоблинов уверенно летят в A-тир. Кстати, я тут вспомнил, есть еще орки Руглда. Уникальный легендарный отряд стрелков, который фактически хуже стреляет, чем обычные гоблины 9 ранга, но зато имеет щиты и куча брони, что дает им неплохую защиту от стартовых стрелковых врагов. Короче, дикие орки, только упор больше на дальний бой, за что можно на равен с гоблинами кинуть в B-тир. Ну что же, пешие стрелки позади, давайте разберемся с огромным пластом героев и лордов. Тут выбор колоссальный, так что по порядку. Шаман-гоблин, герой, который колдует не самую сильную магию в игре, то есть маленький вах, у него нет нормального транспорта, его вообще нету в принципе, нет бафов, а на карте он дает разведку. То есть дополнительный шанс получить магический предмет, что является слабейшим бонусом компании. Никогда их не нанимаю и вам не советую детир. Орк-шаман, в целом этот герой тоже недалеко ушел от гоблина, но тут хотя бы есть кабанчик и большая магия вага, что уже неплохо. Но это все так же мусорный герой на карте, ведь есть магии намного лучше, так что только Ситир, болотный тролль-шаман. А вот это уже годнотище. Во-первых, магия смерти, одна из сильнейших школ в игре. Плюс в бою можно разогнать статы до уровня крепкого бойца с регенерацией, что тоже круто. Но кроме боевых и магических показателей у нас есть восполнение потерь на карте. Это абсолютная имба. Плюс дыхание тролля, который хоть и не имеет какого-то прям полезного эффекта, но зато это хоть какой-то дальний бой. Особенно когда кончается магия. Короче, тролли — основа любой армии. СС-тир. Крутой вожак Чорков, на первый взгляд, обычный герой-воин. Но после добавления Горбада мы получили очень хорошего баффера армии и универсального бойца. Мы можем сделать его либо антипехотным, либо заточить против крупных целей. И поверьте, долбит он, дай боже, но навык тренировка на карте и всего лишь кабанчик в качестве транспорта выше битира его не поднимают. Крутой вожак ночных гоблинов. Фактически еще один герой-воин, но все-таки до Чорка ему ой как далеко. Но не силой гоблин знаменит, а мощнейшими бафами сквигов и скоростью передвижения на карте, что, поверьте, полезнейшая фишка для любой армии, из-за чего даже при не самых диких статах крутого вожака можно поставить выше Чорка в A тир. У нас есть еще один гоблин-вожак, но на этот раз он заточен уже на бафы машин, что, поверьте, годнота. Плюс он увеличивает приток золотишка за бой, что тоже очень полезно. И сам по себе он как боец отличный убийца и поддержка армии. Короче, не топ-1 герой, но взять одного такого в армию будет не стыдно. Также A-тир. У орков есть еще один легендарный гоблин. Хватало Гроблоплюй. Фактически это тот же гоблин на пауке, но с огромным количеством бафов. Например, регенерация для пауков. А у пауков это годнота. Плюс он дает любой армии возможность нападать из засады, как Скарсник. Еще одна имбовая механика. При этом он такой же крутой герой-убийца. Короче, годнота уровня троллей. Жаль, конечно, что он у нас только один. Но в любом случае СС-тир. Но не все гоблины крутые. Большой вожак ночных гоблинов. Также гонят на сквиги и даже бафает армию на... Это лорд. Для лорда это просто кринж. Это, пожалуй, один из самых слабых лордов, которых я видел. Слабый, магии нет, бафы, ну, средненький, не вижу ни одной причины для найма. Самый железно-бетонный D-тир за все время, в принципе. Большой вожак орков, еще один боевой лорд. Без ярко выраженных бафов, магии и в целом смысла в найме, но... Зато как боец он на голову выше гоблина и использует виверну, что уже очень полезно для лорда. Но все же нимба, битир, очередной великий, но теперь уже шаман орки. И вот тут, в отличие от героев, этот орк звезды с неба хватает по максимуму. Виверна, бафы армии, магия, это все по-прежнему просто обычный лорд. Можно ли сделать лучше? Можно. Великий, да. Гоблинский шаман, который также колдует, но чуть хуже. Также бафает, но ездит на огромном пауке и не просто катается, а еще и призывает паучков. Это делает его лордом абсолютно на все руки. На моей памяти это один из лучших лордов минорных, которых я видел. Но все же
Горбат лучше. S-тир. Так же, как и орк-шаман. Ну что же, половина позади, давайте наконец-то перейдем к пехоте. Ее тут очень много, поэтому начнем с слабейшей. Гоблины, что с щитами, что с копьями, в целом сути не меняет. Неплохое пушечное мясо за копейки. А учитывая, что у нас есть Грумпузан, который их разгоняет, то они без проблем попадают в сей-тир. Пацаны, также щитами и с копьями. Фактически те же гоблины, но немного дороже. Что сути пушечного мяса не меняет. Их задача просто отвлекать врага. Также отлично разгоняются лордами и также идут в сей-тир. Дикие орки, фактически те же пацаны, но больше заточены на нанесение урона. В теории, на практике вне армии Урзака дохнут как мухи и страшно боятся стрелков. Поэтому от базовых бойзов ушли недалеко. Тот же сей-тир. Четкие пацаны, уже отряд интересней. ХП куча, статы сносные. Урон даже бронебойный имеется, особенно против крупняка. Вообще, редко увидишь анти-лардж с мечами, но мечи им к лицу. Классные орки, но быстро теряют актуальность из-за черков, поэтому только битир. У дикарей тоже есть свой четкий вариант, но он больше заточен опять же на урон и натиск. В целом даже под Вурзагом баланс не ронят, поэтому также битир. Чорки с щитом и двуругом. В целом по статам это пацаны на максималках или избранные из мира орк. Но тут не только статы сносные, но и присутствует обилка, причем разные. У щитовиков защита взлетает в космос, но падает атака, а у двуруков наоборот, защита падает, но зато урон взлетает до небес. И может показаться, что оба варианта хороши по-своему, но на деле щитовик на голову живучий двурука. Он спокойно добирает бронебойку и урон через апгрейды хлама, при этом стоит дешевле. То есть двуруки при всех раскладах всегда будут хуже щитовиков. Также есть красные макрушники. Интересный легендарный отряд. Они заточены рвать пехоту, и нам типа игра пытается внушить, что бронебойки там нет. Она есть. Плюс этот отряд обладает сразу двумя обилками чорков. И на защиту, и на урон. Но, к сожалению, активировать можно только одну. Что в любом случае делает этот отряд очень универсальным и адаптивным. По идее, имбулька, но на практике показывает себя не лучше щитовиков, так как легко расстреливаются стрелками. В итоге щитовики и красные в S-тир, как основа любой армии. А двуруки в A-тир. Ну и в конце главная ягодка – ночные гоблины. Фактически это те же гоблины со щитами, но намного живучие, потому что яд и защита решают. А стоят всего на пару копеек больше, но назвать их прям, имбой как стрелков, тупо не за что. Так как урона там по-прежнему нет, даже под скарсником, а значит обычное пушечное мясо, сей-тир. Но тут у нас есть еще 3 вариации. Фанатики, они как и лучники бросают 4 модельки вперед, которые рвут ряды врагов и наносят миллиард урона. Это буквально халявный, сильный спел, легко ставим в битир. Братва вожака, опять же гоблин, но с расколом брони. И вроде бы круто, но нас забрали яд. И как бы гоблины это по-прежнему пушечное мясо, но они часто бегут, и отсутствие пушечного мяса делает их даже как пушечным мясом говно. Я бы не рекомендовал их нанимать. Детир. Ну и последнее, придурки 8 пиков. Фактически это гоблины с несокрушимостью, что уже делает их крутой губка для урона. Яд никуда не пропал, и на бумаге появляется новая обилка, как у фанатиков. Но фактически, если присмотреться, обилка фанатика и обилка придурков абсолютно ничем не отличаются, кроме названия и картинки. То есть разрабы нас просто обманули. И поверьте, такого в игре хватает, но все же они не хуже фанатиков, поэтому также битир. Со всей пехотой закончили, давайте перейдем к чему-то более мобильному. На очереди кавалерия и хашка. Та же конница, только с дальним боем. Например, гоблины-лучники на волках. По сути, это те же волчьи наездники, только бьют на дистанции. В грамотных руках наносят урон наравне с обычными волками, за что и попадают в сей-тир. Их рорная версия Голодранс обладает отличной бронебонусом. Это делает их не только мобильными, но и опасными для любого противника. Своих денег точно стоят, так что их можно поставить даже в битир. Лесные гоблины-лучники на пауках. Я бы сказал, что они похожи на волков, но дамажат чуть слабее. Зато живут намного дольше за счет яда. Запас хп и хороших характеристик в ближнем бою. Плюс их можно разогнать через героя и лорда. Но как ни старайся, имбу из их не сделаешь. Как по мне, слишком мало моделей в отряде, поэтому сей-тир. А вот рорная версия смертолазы обладает пассивной регенерацией, которая суммируется с регенерацией хватало и делает их ультра живучими в бою. Но, к сожалению, уроновых от этого сильно больше не становится, так что битир, как и волки,
Гоблины на лавовых пауках. А вот это уже интересный юнит, который выдается исключительно за окончание вага. Выдают их немного, зато нанимаются они моментально и не в ограниченном количестве. Плюс обладают бронебойностью и огненными атаками, что делает их большую угрозу для нежити и все, кто полагается на регенерацию. Короче, годнота на любую стадию игры. Но опять же, не имба. Поставлю их в битир как отличную антипода смертолазов. А теперь к классической кавалерии. Гоблины на пауках повторяют судьбу лучников один в один. Они менее дамажные, чем волки, но более живучие. Но опять же, за счет регенерации хваталы и общих бафов пауков, именно эти лоу-тир парни, которые нанимаются за копейки, на втором тире здания могут спокойно конкурировать с более дорогими аналогами. Например, орочи и пацаны на вепрях. На самом деле, ничего особенного тут нет. Нанимаются тоже на втором тире, стоят недорого и свои копейки купают полностью. Как для стартовой ударной кавалерии пойдет, поэтому оба этих варианта идут в битир. У дикарей, как всегда, есть свой аналог. Дикие орки на вепрях, которые просто бегут вперед и дамажат. Под Вурзагом топ, но вне его армия ничем вас не удивят. Дохнут как мухи, впрочем, как и все дикари без своего лорда, поэтому тоже только битир. Четкие пацаны на кабанах. Казалось бы, элитная кавалерия фракции на третьем тире. Стоят нормально, бронебойность есть, броня на месте, моделек много, золото же. А на деле за свою стоимость эти пацаны выдают просто смешные статы, мизерная атака и защита приводит к тому, что их постоянно унижают. Они мне очень напоминают рыцарей Рока Дзинча, только стоят не так дорого. И что не менее важно, игра даже не скрывает, что это лоу-тир отряд, рисуя на значке аж второй тир, как и в обычной кавы. Короче, меня не обманут. Кавалерия ни о чем. Кое-как своих денег стоит битир. И даже их легендарная версия, банда сломанных бивней, фактически просто получает дополнительную броню и ауру воодушевления. Я бы даже хотел их поставить наравне с обычными, но все-таки это уже хоть немного на полезную кавалерию похоже. Поэтому A-тир. А вот дикий аналог четких орков, это уже другой разговор. Во-первых, тут хотя бы есть броня, что для дикарей просто аномалия. Плюс статы тут хоть и такое же говно, но они истовство в сочетании с кучей бафов Вурзага превращают этих ребят в очень опасную кавалерию за средний ценник. Это главное войско и основная причина силы Вурзага. Из их не стыдно даже думстек сделать. Ставлю их рядом с их лордом в A-тир. Ну и последняя кавалерия. Сквигопрыги ночных гоблинов. По факту это скорее монстры. Гоблин там больше для вида, так как от обычных сквигов они не сильно отличаются. Но все же, если сравнить их с орками на вепрях, то это не ударная кавалерия, а стеклянная пушка. Влетела, внесла тонны урона и почти сдохла. Не то чтобы имба, но в некоторых ситуациях показывает себя даже лучше дикарей. Короче, всех в один ряд на битир. Как всегда вспоминаю, что у нас есть еще и рор на весе, который фактически дает просто немного защиты от выстрелов, что, так себе. Отряд и так быстро сближался и выстрелов не сильно боялся. Короче, также в битир. А вот бронированные сквигопрыги, этот отряд опять же выдается после большого вага. И в отличие от своих собратов обладает просто конской броней, дисциплиной, защитой и при этом все стоит так же, то есть копейки. Имба легко летит в A-тир. Наконец-то мы дошли до главного алмаза фракции, боевых машин. И начнем мы с гоблинской швырял. Что тут сказать, базовая катапульта второго тира. Делает ли она хоть что-то необычное? Да, в целом нет. Стены ломает, пехоту раскидывает, урон наносит. Уже неплохо, но за счет апгрейдов хлама и технологий мы получаем за копейки и на очень ранней стадии катапульту, способную конкурировать с элитной техникой других рас. Это делает отряд имбой. В целом, любая артиллерия в компании это сила, но такая доступная вообще на вес золота, легчайшая из тир. А ведь у нас еще и легендарная версия, молот Горка, которая дополнительно накладывает сильный дебаф на врага. Это основа главной армии лорда, а значит СС тир. Гоблинский болтомет, очередная базовая баллиста, которая также наносит урон и ломает стены, но вместо пехоты выкашивает цели покрупнее, что фактически сути не меняет. Хлам и технологии превращают ее в такую же востребованную имбу за копейки. S-тир. Ну и смертомет хваталы. Такой же, только с ядом. Опять же дебаф и доступность с любой точки карты. Но из-за конкурента ставлю его только в S-тир. Ведь катапульта крылатого рока или... простыми словами, метатель гоблинов. Бедный зеленый коротышка живет свои прекрасные 3 года, чтобы сесть в большую рогатку и нанести 200 урона
стене. Я считаю, более качественного использования гоблинов представить невозможно. Респект оркам за такие мощные технологии. Хотя это, по-моему, гоблины придумал. Короче, теперь про эффективность. Глядя на статы, можно подумать, что это та же швырялка, только намного дороже. Да еще и нанимается 2 хода. Кажется, ну и нафиг оно надо вообще. Кринж, но не все так очевидно. В реальности у крылатого урока совсем иная задача. Когда я впервые взял его в отряд, то по привычке направлял на пехоту, думая, что это обычная катапульта. Но на деле оказалось, что массового урона там почти нет. Главная задача этих живых самонаводящихся снарядов — убивать одиночные цели, то есть героев, лордов или монстров. У их просто конский урон по одной цели, как у баллист, только дистанция и точность запредельные. Прицел, как говорится, просто имба. Гоблины зря дают своей жизни. 2 таких рока плюс швырялки — это база любой армии. Плюс автобой просто обожает этих крикунов. Спокойно ставлю их в СС тир, как очень универсальную машину смерти. Наконец-то мы выходим на финишную прямую. Впереди монстры, и начнем мы не с каких-то уникальных колобков, а с троллей. Удивительно, но здесь их целых 4 вида, и они сильно выделяются на фоне аналогов у других фракций. Казалось бы, обычный тролли, куча урона, реген, но бегут от любого чиха. Но не все так просто. Во-первых, речные тролли обладают аурой на минус к атаке врагов, что фактически имба. Их рор на версию придачу еще ядом долбит. А каменные тролли, хоть и дороже, зато обладают конской живучестью за счет брони и сопротивления выстрелам. Это был бы просто интересный набор монструозной пехоты, но за счет хлама решаются 2 их главные проблемы. Дисциплина становится отличной, а урон даже у речных хоть отбавляй. В итоге неплохая монстра 2-го и 3-го тира превращается в убер юнитов уровня 4-го тира минимум. Статы там просто жесть, причем такую мощь можно получить уже в 20-м ходу. Мне здешние тролли понравились даже больше, чем у Норски, под предводителем Трога. Там они раскрываются долго, а тут они крутые всегда. Шок! Ставлю все 4 версии в A-тир, так как у каждой есть своя сильная сторона, и откровенно слабых вариантов просто нет. Теперь немного о малышах Сквигостада. Фактически это обычная монстра с кучей бронебойного урона. Выглядит неплохо, но на деле мало хп, защиты нет, а без других сквигов рядом они очень быстро убегают. Это делает отряд чем-то средним между полудамагером, пушечным мясом и хрен знает чем. Короче, перебиться на старте пойдет ситир. Паучата. Эти красавчики почему-то числятся в ростере орку, но где их нанять, никто не знает. Ходят легенды, что их можно достать в каком-то там конкретном городе, но, буду честен, найти его мне так и не удалось. Но зато эти паучки отличный призывной юнит. Их вызывают мамка-паук, то есть Арахнарок, и гоблин-шаман на пауке. А, еще и этот хватало, ну, это такое. Именно благодаря этим глазастикам пауки и имбуют. Мы получаем бесплатных собак целых 5 раз за бой. А собаки даже в лейт-гейме легко загрызают половину стрелков и артиллерии в игре. Выкинул их возле мамки, они быстро добежали до стрелков, и нет больше лучников. Красотища! Но если оценивать их как самостоятельный отряд, то очевидно ставлю рядом их с волками в ситир. Опять сквиги, но теперь бешеные. Слышал, если долго на их смотреть, то можно невольно нажать кнопку подписаться и поставить лайк. В бою эти ребята очередная машина смерти. Посудите сами, 4 модельки по 1500 хп, отличный бронебойный урон, куча атаки, бонус против пехоты и массовый урон, как у больших монстров. При этом они не сокрушимы в базе, то есть вообще не бегут. Добавьте сюда сопротивление выстрелам, хотя попробуй по ним еще попади. А если получилось убить, то урон по площади при смерти. Вуаля, у нас тролли на максималках за те же деньги. Но есть один нюанс, они открываются уже на 2-м тире. И даже без бафов и хлама показывают себя как монстра 4-го тира. Да, стоит недешево для ранней игры. Но, блин, если мне предлагают раннюю, элитную монстру, я готов отвалить лишнюю монету. Они окупаются с лихвой, лютейшая антипехотная мощь, уверенный СС. Тир. Огромный сквик, еще одна имбулька в мире больших парней. Огромный бронебойный урон, хорошие статы, куча хп и главное, качественные анимации, которые реально попадают по целям. Плюс взрыв после смерти, куда же без этого. И все это за сущие копейки на 4-м тире. Боже, храни того, кто это сбалансировал, потому что это лютейшая имба. Жаль, что конкурентов у него много. Так бы, конечно, в СС тир его поставил, но пока заслуженный С. А вот и его рорная версия, кислотный рыгатель, который вдобавок имеет массовую обилку на урон, как будто бы взрыва после смерти нам было мало. С такой способностью и доступностью этого монстра
грех не поставить в СС-тир. И вот наконец-то большие пауки Арахнарока. Фактически это крепкая и бронированная монстра, которая отлично дамажит вблизи. И при этом еще и стреляет ядом. Ну, точнее, стрелами с ядом. Это делает отряд мега полезным в любом бою. Причем за счет хлама их можно сделать почти неуязвимыми к обстрелу, что просто уносит их эффективность в космос при такой-то стоимости. И это, блин, всего лишь 4-й тир. Жесть! Рядом со Сквигом грех не поставить. С-тир. Королева Арахнарока тоже паук, только еще и паучат призывает. Что в ручном бою, что в автобое показывают просто конский урон и пользу. Какая же монстра у орков прекрасная. СС-тир. Арахнометатель. Фактически тот же паук, только, ну, вы сами видите, да, это буквально живая боевая катапульта, как будто нам было мало гоблинов, так нам еще и эту монстру дали. Что могу сказать? Катапульта это имба, а паук в придаче еще лучше. Только не забывайте, что метая камни, паук быстро устает, из-за чего становится мега слабым в ближнем бою. Так что рекомендую отдыхать перед сближением с врагом. А так, СС-тир. Но это не последний паук. Лавовая Арахна. Еще один подарок за большой вау. Но сначала нужно изучить технологию, которая находится аж в конце списка. И откроется у вас где-то на 80-м, 100-м ходу. У Горбата, кстати, можно побыстрее, что в целом совсем не проблема для этой красотули. Кроме того, что это все та же крутейшая Арахна, так еще она вблизи сильней, огнем бьет, имеет ауру урона и способна взорвать все вокруг. Что? Очередное чудо баланса. Это одно из самых жутких чудищ после 100-го хода, который я видел. Тут даже думать не стоит. Самый крепкий СС-тир. За большой ваг нам, кстати, еще дают на выбор Дикую Верну и Гидру. Про Гидру поговорим детальнее в ролике про темных эльфов, если кратко, она имба, но хуже Арахны, ну именно у орков, само собой С-тир. А вот Виверна это летучка именно орков. Учитывая, что как транспорт она появляется достаточно рано и показывает себя хорошо, то как отдельная монстра, ну, честно говоря, так себе. Дыхания нет, анимации пойдет, статы нормально, но для монстра с 100-го хода, ну, такое себе. Уровень великанов не выше Битир, хотя как будто их можно где-то еще нанять, но я не видел, как и паучков в принципе. Бродячий идол, главная гордость именно орков, ведь это сам аватар Горки-Морки, и реализован он мега круто. У нас тут миллиард брони, хорошие статы и анимации. Да еще и аура бафа всего вокруг. Ну куда может быть круче? 16 тысяч хп видали? Вот это мощь 11 камней. И что забавно, когда хп падают, камни отваливаются от тела. Они, конечно, не наносят урона, но раскидывают всех вокруг и повышают урон идола. Очень интересная монстра, но это 5-й тир. Не дальнего боя, как у Арахны, и очень медленный. Хоть за счет хлама и технологий можно сделать неубиваемым для стрелков, но для юнита, который нанимается 5 ходов, как-то, ну, не дожали. Поэтому S-тир. А вот большой мужик, это уже годнота. Фактически тот же идол, но который умеет кидать камни. То есть катапульта, но снаряды не кончаются. Ведь можно по чуть-чуть отрывать части от самого себя. Ну вкуснотища же. Но не забывайте, то так же, как и с Арахной, быстро устают при метании, а значит теряют форму в ближнем бою. Но все равно СС-тир. Ну и последняя звезда ростера, Супер Сквиг. Один маленький сквигенок, который делает большой бабах, и больше нет никакой пехоты. Казалось бы, кринж, но нанимаем мы их моментально, ведь это награда за ваг. При правильном контроле они могут уничтожить пол армии за один взрыв. Ведь взрыв это искусство, лучшая защита городов, которую можно придумать. Кстати, интересно, если он умирает после взрыва, зачем ему уровень отряда? И может ли он вообще его прокачивать? Ведь он же сразу дохнет после боя. Будет вам отвечено домашним заданием. Узнать, зачем ему вообще личный опыт. Ну а так, что тут думаете? СС-тир, конечно, годнота. Вот такой вот громоздкой тир-лист у меня получился. Вложил, как всегда, миллиард сил и даже немного зеленой любви. Официально могу сказать, орки лучшее, что я видел за последние пару лет в Total War. Я в безумном восторге от фракций, и вам настоятельно рекомендую их попробовать. Не забывайте подписываться, и дай вам боги сил. Удачи!